Всем привет, народ! Не так давно я делал обзор на зарядное устройство для аккумуляторов а-ля Makita от Шидоку. И сегодня вот вспомнил, что у меня лежит зарядное устройство для аккумуляторов, ну вот типа DeWalt. Вот с таким разъемом, то есть у меня они от TPCell. Искал я эти зарядки на Валберес, на Озон, их было всяких разных множество. Ну и начал я задавать продавцам вопросы. То есть, поскольку по отзывам все говорят, что, допустим, вот эти аккумуляторы от TPCell полная копия, я имею в виду по посадке и подключению аккумулятором DeWalt, то я продавцов спрашивал, будут ли заряжать ваши зарядные устройства оригинальные аккумуляторы DeWalt. И как ни странно, спасибо, конечно, за откровенность продавцов и честность, все писали не будет. Мне стало интересно, начал рыть отзывы, и в большинстве отзывов написано было, что то не входит сюда, эта зарядка, то не заряжает. Не знаю, как и с чем это связано. Короче, эта зарядочка приехала ко мне с Алиэкспресс от того же продавца, что и эти аккумуляторы. Ну, давайте немножко рассмотрим поближе. Позже я все это дело соберу, в конце видео продемонстрирую все как бы в собранном виде. Вот такая зарядочка, значит, модель ее DCB-112. Ну, здесь расписаны, что как обозначают индикаторы. На задней стороне опять же модель DCB-112, вход 100-240 переменки, 0,8 ампер, ну и выход аж 22 вольта и 3 ампера. Вот этих 3 ампера моя задача сейчас с вами, как говорится, проверить. В прошлом видео по зарядочке Шидоку все начали писать, что, допустим, от Руиба лучшая зарядка, там такая, на 4 ампера. Друзья, здесь я показываю то, что есть у меня. Может быть и лучше, может быть оригинал Makita лучше. Там, допустим, для аккумуляторов Makita может быть оригинал DeWalt лучше для аккумуляторов DeWalt. Но я показываю то, что есть. Проверяю то, что есть. А не то, что может быть лучше либо круче. Поэтому, ну, как бы примите это во внимание и не пишите больше, что там... Не, писать, конечно, вы вправе, что там лучше, может быть, народу будет интересно. Но в данном конкретном случае у нас должно быть обсуждение вот этого вот китайского, как говорится, изобретение, да. Поэтому не теряем времени. Вот такая внутри стоит плата. То есть плата, можно сказать, и элементы те же, что и, допустим, в той же зарядке от Шидоку. Что у нас здесь добавлен? Какой-то фильтр по входу. И все. У нас у Шидоку стоял конденсатор 400 вольт на 35, по-моему, микрофарад. Здесь же 400 вольт 47 микрофарад. Все это установлено по входу, то есть имеется предохранитель. Ну и опять же с этой стороны тоже на входе вот у нас установлен диодный мостик. И дальше уже пошла схема сама управления данной зарядочкой. Ну что ж, давайте подключаем, как я уже показал, аккумулятор практически в ноль высажен. Вот. Но успел накопить какую-то там энергию. Поэтому давайте мы с вами вот таким вот образом все это дело подключим и, соответственно, проверим, есть тут 3 ампера или тут 3 ампер заявленных нет. Все, включаю. Значит, вот провод я, друзья, отпаял. Плюсовой. Врубаем наш тестер на измерение тока. Опять, видите, он на меня ругается. Делаем следующие манипуляции, и все у нас получается как бы нормально. Вот. Подготовил я такого вот крокодайла, которым мы будем цепляться за данный провод и измеряем. Видите, у нас с отключенным плюсом, если включить в розетку, у нас получается, я так понимаю, зарядное устройство в защите. И у нас ничего не происходит. Как я и думал. Именно это я и полагал. Поэтому делаем, что отключаем. Там он горит, светодиод у нас. Все, светодиод потух. Значит, делаю теперь цепь. Вот таким макаром. И включаю в розеточку. Хоп. Все, и у нас пошла зарядка.
И как мы видим, мы имеем только 1,8 ампера. Ну, если, допустим, потому что аккумулятор я давненько уже разрядил этот. Вот, и если учесть, что сбросить до конца, то, думаю, здесь не 3, а честных просто будет 2 ампера. Вот такие дела. Видите, указано 3 ампера. В принципе, в ТПЦ, вот кто помнит, я делал тоже тестирование зарядок. Вот такая большая а-ля Makita была и просто салазкового типа вот предыдущей зарядки. Значит, у нас там было что? 6, по-моему, ампер большая и 4 вот это маленькая, что-то в этом роде. А в реальности та, что 6 было 5, та, что 4 было 3. Как-то так. То есть минус 1 ампер. Ну, в принципе, мы эту же картину как бы наблюдаем и здесь. Теперь я все это дело спаяю в кучу. Ну и мы проверим с вами напряжение заряда и напряжение холостого хода. Тоже потом, конечно же, посмотрим. Все запаял на место. Вот виден немножко не смытый флюсик у меня, но это я позже смою, дабы не терять нам с вами времени. Все подключил к аккумулятору. Давайте включаем в сеть. Включил в сеть. И будем с вами, как говорится, посмотреть напряжение заряда, да? Так, у нас DC, все как положено. Ну что ж, измеряем плюс и минус. И у нас всего лишь 18 и, ну даже 18 можем говорить ровно вольт. То есть, либо это такое большое падение напряжения, либо его просто не хватает в холостую. Отключаю с розетки и сделаем измерение напряжения холостого хода. Без аккумулятора. Так, есть такое дело. Включаем в розетку. И без аккумулятора, видимо, здесь ничего не будет выходить и заходить. Почему? Потому что вот этот вот разъем, он имеет обратную связь с зарядкой. То есть нет аккумулятора и, по идее, напряжения тоже быть не должно. Да, видите, напряжения, друзья, нету без аккумулятора. Поэтому предложение такое. Сейчас я заряжаю аккумулятор до конца. И мы с вами проверяем при полностью заряженном аккумуляторе уже какое напряжение у нас будет на выходе. Хотел подловить примерное окончание зарядки, но надо было уехать. И, соответственно, аккумулятор полностью зарядился. И вот на этих вот контактах плюс-минус, да, пропало было напряжение. Значит, смотрите, давайте я померяю сейчас. У нас 20,57, когда я приехал и замерил, у нас показало 20,7 вольта аккумулятор. Вот. Но почему такое напряжение? Потому что я его немножко просадил болгаркой, дабы он опять включился на зарядку. И мы смогли померить, какое же напряжение здесь выходит. Итак, включаю. Сеть подана. Лампочка мигает. Идет зарядка. Смотрим. Подсадил я его совсем чуть-чуть, видите, буквально на 0,3. Ну и таким образом я делаю вывод, что он останавливает свой заряд на 20 примерно 7 или 8 вольта. Вот, то есть 22 вольта, я так понимаю, сюда ну никак не поступает. Вот, 27 вольта. И в скором, наверное, это светодиодик погаснет. То есть, что у нас обозначает? Мигающий светодиод, идет процесс зарядки. Светодиод горит, красный подразумевается. Зарядка окончена. И красный светодиод мигает плюс желтый. У нас какая-то проблема по температуре. Скорее всего, аккумулятора, наверное. Вот. Все, сейчас собираю и покажу вам, как говорится, общий вид. Ну что ж, друзья, собрал я данную зарядочку. То есть по сборке у меня никаких претензий нет абсолютно, никакого облоя нет. Сборка очень даже культурная и красивая. Но мы видели с вами, что она вместо 3 ампер, будем говорить 2 ампера. 2 ампера почему? Потому что я не до конца, видите, высадил данный аккумулятор и, соответственно, полный ток как бы не шел. Я думаю, что если полностью высадить аккумулятор, то двоечку он где-то должен вытянуть.
Но как ни крути, в сухом остатке вместо 3 мы имеем 2 ампера. Поэтому включаем и смотрим, как что работает. Смотрите, после включения в розетку загорается красная, за ней желтая лампа. Ну, светодиод, конечно же. Включаем аккумулятор. Ну и смотрим. Мигает красная лампочка, то бишь красный светодиод, который нам обозначает то, что идет процесс зарядки. Зарядка окончена, он просто загорается. Опять же напоминаю, если есть какая-то проблема по температуре, значит будет мигать красный светодиод, плюс гореть желтый. Все, друзья, на этом всем пока. Всем спасибо, что были со мной. Опять же, кому интересно, ссылка будет находиться в описании к данному видео. Зарядочку приобретал на AliExpress. Пока! Хорошо поболтали.